Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня я приобрел себе вот такую лодочку надувную ПВХ фирмы Bark. Модель 290D. Чем она отличается от подобной лодки Bark 290? Тем, что у нее там не передвижные сиденья, а здесь вот такая рельсовая система, и сиденье можно сдвинуть. Но это не единственное отличие от других лодок ПВХ, в том числе модельного ряда Bark. И я хочу показать вам еще, какие тут есть прибамбасы, которые сподвигли меня на покупку этой замечательной лодки. У меня есть еще одна лодка дома, ее длина 3,30, она вместительностью до 3 человек. Эта лодочка чуть поменьше, это лодочка для 2 человек, чтобы комфортно выехать на рыбалку. И главное ее достояние, это то, что у нее есть вот такой вот стационарный транец, к которому крепится моторный двигатель. Что отличает лодку Bark от других резиновых лодок, либо лодок ПВХ? И первое, это, конечно, надежность. У нее толщина ПВХ 950 грамм на сантиметр, толщина дна 1100 грамм на сантиметр. Это считаются очень хорошие показатели. Ее очень сложно прорезать какими-то там корягами, либо камышами. Самое главное в лодке, это еще не только вот сама лодка, толщина, а и всякие комплектующие, фурнитура, которой она обклеена. Как правило, рыбаки вынуждены после покупки лодки докуплять всю эту фурнитуру. Фирма Bark заботится о своих покупателях, и она уже проклеивает большую часть этого всего. Сейчас я покажу, что есть. Вот очень хорошо, что вот такие ручки Bark приклеены к корме. Очень удобно переносить лодку, взялся 2 руками. Вот здесь вот один человек берет с этой стороны, другой человек берет спереди и переносит. Замечательно. Такие же ручки есть по обеим бокам лодки. Вот здесь и вот там в начале. То есть 4 ручки по бокам и 2 сзади. Также это 2 сиденья из бакелитовой фанеры. Есть возможность докупить мягкие сиденья сюда поставить, но эти, которые идут в комплекте, вот имеют такой вид. Рельсовая система, на котором эти сиденья двигаются. Как я уже говорил ранее, в многих моделях лодок заднее сиденье передвигается, чтобы можно было отдвинуться от мотора лодки, и переднее сиденье зафиксировано мертво. В этой модели сиденья передвигаются, их можно сдвинуть, сделать широкое сиденье, либо подстроить под любые нужды. Ну, лодки, как вы уже заметили, услана вот такой бакелитовой фанерой, водонепроницаемой. Значит, с одной стороны она шершавая, кверху она крепится, с другой стороны она гладкая, чтобы не поцарапать, не подрать лодку. Значит, коврики вот такие бывают нескольких видов. Это самый простой, это называется речная слань. Это когда рейки вот в такие карманы затягиваются и все. Есть еще слань-коврик, когда вот эти рейки соединены между собой полосами. Он просто раскатывается, этот коврик. Он чуть-чуть получше. Есть еще слань-книжка, называется. Та же бакелитовая фанера, но уже соединена между собой. И когда ее расстелить на лодку, нету вот таких пробелов. Вот абсолютно. То есть он почти цельный. Здесь весло прикручивается, как в большинстве нормальных производителей. И еще и так закрепляется, чтобы оно не болталось для передвижения по воде на моторе. Идем дальше. Значит, в носу лодки есть вот такое буксировочное кольцо. Оно совмещено с переносной ручкой, чтобы можно было одному человеку переносить, либо буксировать лодку. Также лодка по всему периметру обклеена вот такими фишками. Для чего они нужны? Они нужны для крепления рундук сумки, для тента, для накидки против солнца и прочих других аксессуаров. Идем дальше. Вот это называется спасательный леер. То есть, если вы каким-то образом попали в воду, к нему, кстати, можно крепить какие-то там садки, подсаки и прочее. А также вот можно держаться, переносить. Ну, это такой спасательный леер называется. Если вы опрокинулись с лодки, за него можно держаться. Стационарный транец. Вот это такая штука, к которой крепится мотор сюда. Мотор на эту лодку можно крепить до 8 лошадиных сил. Очень хорошо себе показывает эта модель лодки с 5-сильным двигателем. И более сюда ставить, я думаю, и не надо. Вот. Транец тоже выполнен из бакелитовой фанеры. Здесь такие пластиковые накладки с обеих сторон, чтобы не повредить фанеру зажимами, струбцинами двигателя.
Вот и все. Ну еще к трансу есть трансовые колеса дополнительно продаются и прочие аксессуары. Есть вот такие клапана здесь. Чем они отличаются от обычных? Когда накачиваешь лодку, здесь вот есть от перекачивания есть такой клапан сброса. Нажимаешь, и воздух сбрасывается. Это очень удобно, если рыбачишь на жаре. С утра холодно, надуваешь лодку впритык, а на жаре она раздувается, чтобы лодка не лопнула. Можно спускать немножечко воздух. Также можно спускать здесь воздух очень быстро, когда лодку складываешь. К лодкам ПВХ продается еще масса всяких прибамбасов, комплектующих и аксессуаров. Это и подставки для эхолота, навесные столики, также всяческие держатели для камер, для удочек и так далее. Все это докупается отдельно. Лодка, очень приятно, что лодка укомплектована вот такими защитными мовлингами. Это привальный брус называется, они есть разной толщины, здесь широкий, хороший привальный брус, чтобы не поцарапать лодку о причал, либо о берег. И есть еще такая брызгозащитная лента, вот здесь, когда на двигателе идешь, на моторе, чтобы брызги не летели на людей. Лодки от 2,5 метров и выше считаются малыми суднами и подлежат обязательной регистрации. Но такое было только до 2020 года. Сейчас произошли изменения в законодательстве, и лодки вплоть до 4 метров регистрировать не нужно. Также не нужно регистрировать моторы для лодок, которые имеют менее 10 лошадиных сил. То есть, если вы покупаете лодку такую, как вот эта, 2,90, вам не нужен ни сертификат, ни регистрация. Также, если вы покупаете сюда двигатель мощнее, тогда уже регистрация нужна будет, если он будет мощнее 10 лошадиных сил. Ну а так получается, что теперь все имеют возможность покататься под мотором и не регистрировать эту лодку вообще. И вот лодка готова, собрана, прикреплены весла, и она готова к первому запуску. Сейчас я ее спущу на воду. Это такой исторический момент для моей лодочки. Спущу ее на воду, проверю ее ходовые качества, потом позже я расскажу о своих впечатлениях. Пока я буду ходить без мотора, мотора у меня нету, пока на веслах.